виноват в том, что у вас до сих пор не получается выучить язык? У вас не получается не потому, что вы не можете, а потому, что вы все еще ждете, что кто-то это сделает за вас. Я уже больше 10 лет преподаю языки. И снова слышу одну и ту же историю. Вот, у нас в школе была такая училка злая, все время нас шпыняла, и с тех пор у меня к английскому блок. А сейчас уже поздно, возраст, память не та, времени нет, и вообще у меня не получается, значит, английский это не мое. Человек реально ходит с одного курса на другой, уходит с каждого примерно по одним и тем же причинам, и тратит годы на то, чтобы доказать себе, что английский — это что-то невозможное. Так в чем дело? Это не только про язык. Это про то, как мы объясняем себе, почему что-то с нами происходит. В психологии есть понятие локус контроля. Коротко, есть люди-интерналы и экстерналы. Интерналы считают, что многое зависит от них. Они свой локус контроля чувствуют где-то внутри себя. Экстерналы, наоборот, они считают, что все зависит от обстоятельств. Посмотрим примеры, как это выглядит в жизни. Человек-интернал будет думать следующим образом. Я плохо сдал экзамен, потому что недостаточно готовился. В следующий раз начну готовиться заранее. Он начинает разрабатывать план подготовки, берет дополнительную литературу, тренируется на разных заданиях. Экстернал скажет: экзамен был слишком сложным, преподаватель несправедлив, да мне просто не повезло. В плане поведения он не будет менять свой подход к учебе и будет надеяться на удачу, либо жаловаться. Или в плане здоровья, например. Интернал подумает: у меня плохое самочувствие, потому что я мало двигаюсь и плохо питаюсь. Надо что-то менять. Начинает следить за режимом, заниматься спортом, консультироваться с врачами. Экстернал, с другой стороны, скажет: это у меня генетика такая, ничего не поделаешь. Он не будет стараться менять свой образ жизни, а будет надеяться на лекарства или какое-нибудь другое внешнее решение. Как это выглядит в изучении языков? Когда речь идет о прогрессе в изучении языка, интернал может думать следующим способом. Я еще не говорю свободно, потому что мало практикую. Надо начать говорить с носителями. Начинает находить языковых партнеров или участвовать в разных разговорных клубах. Экстернал будет думать следующим способом. Язык трудный, у меня нет языкового слуха. Это для тех, кто с детства к этому предрасположен. Он избегает активной практики, бросает попытки учиться или просто откладывает все на потом. В плане отсутствия мотивации интернал будет смотреть на эту ситуацию следующим способом. Если не скучно учить язык, значит, я, скорее всего, выбрал не тот метод. Попробуй что-то новое. Он начинает менять стратегию обучения и подыскивает новые подходящие методики или материалы для своего обучения. Экстернал, с другой стороны, будет думать: учебники нудные, курсы неинтересные, язык не цепляет. Он как будто ждет, что кто-то извне его должен замотивировать. Суть вот в чем. Иногда то, что мы принимаем за объективную реальность, это просто история, в которую мы поверили. И чаще всего это история из прошлого, когда что-то не получилось. И вот теперь эта история решает за нас, получится ли у нас сейчас. Исследования показывают, что интерналы чаще берут на себя ответственность, лучше планируют и быстрее восстанавливаются после неудач и пробуют снова. Именно они в среднем чаще достигают своей цели в учебе и в карьере. Все это происходит за счет того, что они имеют ощущение контроля над тем, что с ними происходит. Что с этим делать? Не нужно срочно бросаться переделывать себя. Это, в конце концов, очень сложная и большая задача. Просто начните замечать, как вы объясняете себе неудачи. Вы себе говорите: это не получилось, потому что я что-то не доделал. Или вы, скорее всего, скажете: обстоятельства просто были не те. А дальше можно задать себе простой вопрос: а что в этой ситуации все-таки зависит от меня? Где я могу взять чуть больше инициативы? Вот вам примеры фраз, по которым можно узнать, вы интернал или экстернал. Интерналы чаще всего говорят следующие вещи: мне нужно больше работать над этим. Я еще не нашел эффективный способ учить, но я продолжаю искать. От меня зависит, насколько быстро я продвинусь. Я допустил ошибку? Значит, нужно немножко повторить материал. Мне не хватает практики, это можно исправить. Если я приложу усилия, у меня получится. Я отвечаю за свой прогресс. Экстернал может сказать что-то типа: мне просто не даются языки. Учебники скучные, я из-за этого не могу учиться. У меня нет способностей к языку. Все зависит от преподавателя. Это слишком сложно, не для меня. Если бы у меня был талант, если бы я жил в стране языка, который изучаю, если бы у меня было больше времени, мне не везет с методами обучения. И напоследок хочу сказать, что никто из нас не стопроцентный интернал или экстернал. И в разных ситуациях мы можем по-разному объяснять то, что с нами происходит. Интернальность — это тоже не всегда хорошо, потому что если человек
с переизбитком интернал, то это ведет к перфекционизму. Экстернальность тоже иногда полезна, особенно в форс-мажорах. Это может снизить тревожность в тех ситуациях, когда реально ничего не зависит от нас. Главное не крайности, а гибкость. Что могу, беру в свои руки, что не могу, отпускаю. И с таким подходом выучить язык не только реально, но и в кайф. Помним, что между вами и преподавателем всегда 20 шагов. Преподаватель не может пройти весь путь за вас. Только вы сможете сделать свои 10.